Всем привет, ребята! С вами я, Саня. Вы находитесь на канале Жизнь Сарайки. Приветствую всех, кто смотрит, кто подписывается. Ребята, очень хочу набрать 10 тысяч подписчиков. Давайте, ребят, поможем мне это сделать. Очень прошу вас подписаться, поставить лайк, написать любой комментарий. Все, ребята, мы поехали про BMW нашу. Итак, в общем, ребята, что случилось на сей раз? Расскажу про скрип, который... Я не знаю даже, как обозвать этот скрип, или, ну, скорее всего, скрип, потому что при повороте руля влево начала наша сарайка, в общем, скрипеть. То есть завожу я машинку. Так, сейчас отъеду, наверное, от бордюра я. Сейчас чуть-чуть и вам ну, расскажу все полностью, как это было. В общем, друзья, при повороте руля влево, тише. В общем, при повороте руля влево был слышен такой полускрип, полуписк. Не мог я вообще просто понять, откуда этот скрип, этот писк. Я уже думал, и что-то делал в рулевой колонке там, или уже хотел руль снимать. Блин, ну просто не знал даже, где, куда смотреть. Вообще, в общем, ой, какими-то, я не знаю, махинациями, не махинациями. В общем, как я нашел этот скрип. Он отдавал этот скрип именно в руль. Но этот скрип, сейчас покажу вам, был откуда. Я уже думал, это и рейка. Уже полез в подвеску, начал трясти. Но не было. Вот именно при повороте, именно влево. В общем, он был. Сейчас вам как тут снять. Вот там вот находится рулевой вал. Сейчас вам покажу. Сейчас даже, может, вам подсвечу это дело. Сейчас возьму телефончик. Скорее всего, будет не видно. Но я хочу показать, потому что для тех, кто владеет BMW, даже будет это очень-очень актуально. Так, сейчас я, ребята, сниму чехол с телефона, который мешает мне заснять. В общем, смотрите, вот этот блестящая, вот такая вот, сейчас даже как-нибудь положу телефон, так, чтобы вам видно было. Так, вот этот блестящий вал серебристого цвета, вот вы видите. Вот был из него скрип, а конкретно, вот, может, вам видно, вот это вот соединение с резинкой, вот оттуда был именно скрип. То есть при повороте влево вы слышали такой скрип, и то ли скрип, то ли хруст. Вот, в общем, я там чуть-чуть смазал маслом, смазал солидолом. И вот сейчас даже, может, ближе вам покажу, как это там выглядит. И, короче, в общем, вся беда оказалась вот в этом вот валу, и все просто пропало. То есть никаких скрипов, посторонних шумов, то есть не было. Сейчас долезет GoPro-шка моя туда, нет, не знаю. Оба! Вот так вот, ребята, это вот тут вот сейчас залил я, в общем, все солидолом этим, литолом, наверное. И смазал масло, вот тут вот все полностью посмазывал, и все просто прошло, и даже об этом не вспоминаю. В общем, у кого такая же проблема, ребята, то уже я вам советую залезть в эту область и посмотреть, обратить именно на рулевой вал. Кстати, заметил еще, что есть небольшой люфт на нем. Я не знаю, будем разбираться, может даже будем менять, потому что, ну, чуть-чуть подбешивает, чуть-чуть, потому что все равно в руле такой легонький, ну, такой небольшой стук, то есть. Так, сейчас достанем наш телефончик. Так, дальше у нас что, ребята? Так. Пока вроде наша сарайка, ну, не ломается, но это не точно BMW, не может не ломаться. В общем, тут, ребята, 2 недели не снимал видео для вас, просто был очень-очень занят. Буквально чуть-чуть позанимался своей BMW,
сделал, в общем, сделал я кнопку. Вот это уже, она уже надоела мне, уже 350 раз мозги компасирует. Вот эта кнопка, не обращайте внимания, там у нас бардак. Пылесосил Санька. В общем, занялся я кнопкой. В разборе кнопка стоит где-то в районе $40. Вот, ребята, вот за эту кнопочку. Она тут попадает туда вода, вернее, вот сюда, вот в эту резинку, вот сюда, и она перестает работать. Как я сделал? Просто на специальном, то есть ножиком распаял и впаял обычную, то есть обычную там за пару копеек кнопку, и просто запаял и заклеил герметиком, потому что что-то за $40, если честно, задушила жаба меня покупать эту кнопку, хотя, ну, купил вроде бы там, буквально попользовался, может, полгода, даже меньше, чем полгода, и попала вода, и просто сгнила кнопка внутри, и все, и менять, опять платить там этих $40, блин, я что-то, ну, не вижу смысла. Раньше стоило, помню, $25, спрашивал на разборке, а сейчас она, блин, под $40, за что, тоже вообще не пойму. Так что вот так пока балуюсь вот с такой кнопкой. То есть пока работает, я знаю, что это колхоз. В будущем, я думаю, ну, то есть полностью поменяю уже на нормальную, даже, может, куплю новую просто сюда кнопку и сделаю, чтобы все было аккуратно, качественно. Ну, смотрите, какая Тесла во дворе стоит. И, кстати, пошла ржавчина по кузову, болячка именно универсалов. Пошла ржавчина вот тут вот, ребята, пошла ржавчина. Вот тут тоже неприятный момент, тоже будет под замену фонарь, потому что, я не знаю, вам не видно, он, ну, чуть-чуть с трещины. И посмотрите, вот это вот этих жуков еще где-то 3-4 месяца назад не было. Смотрите, сколько, как началось гнить. То есть кузов уже дает знать, чтобы его делали. Оп, блин, тяжелая крышка, посмотрите. Вот тут видите, все уже, это надо снимать, чистить, подкрашивать, потому что скоро сгниет уже наша крышечка. Я знаю, что мне человек писал, что под замену делал. Эту крышку просто сняли, она там в районе где-то $150 была. Он говорит, я просто перекинул ее, не красили ничего, просто за один элемент, она, сами знаете, просят цену там от $100 некоторые. Он говорит, я просто вкинул, говорит, и все, и не парюсь, и нормально. Вот я вот не знаю, может тоже поискать где-то на разборке в черный цвет, эту сделать самому и продать, либо эту сделать самому. Ну, не знаю, что-то подумаем насчет этой крышечки. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. В общем, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Очень хочу, ребята, набрать 10 тысяч подписчиков. Все, всем тогда хорошего дня, отличного настроения. Все, до скорых встреч.